HRS Audio LDAC, AAC и SBC. Адаптивное активное шумоподавление 4 видов, разумеется, очень неплохой режим прозрачности, 6 микрофонов, Bluetooth версии 5.2 и пусть он не последний, но почти последний. Подключение к 2 устройствам одновременно, наш любимый мультипоинт, 28 часов воспроизведения музыки вместе с боксом, 15-минутная быстрая зарядка дает 4 часа прослушивания, беспроводная зарядка бокса, персональный подбор звука, но это все лирика, все это обещает нам производитель Xiaomi OneMo в беспроводных наушниках OneMo EVO HRS LDAC. Как на самом деле дела обстоят с этим устройством, вы, разумеется, узнаете в ролике, но в целом про звук спойлер, они великолепные. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, почта все еще работает, AliExpress все еще работает, и все приходит в среднем с Али за 3-4 недели. Единственная разница между тем, что было зимой, и тем, что сейчас, то, что сейчас все это дело можно отслеживать, но это дело не отслеживается. Приходит примерно за те же сроки, доп. Самолета они начали посылать, и в целом все приходит довольно быстро и просто. Одни из этих наушников я вскрою и обязательно вам о них расскажу. Это One More, и самый главный плюс они не то, что Xiaomi, и даже не то, что они 100% круто звучат, а то, что здесь есть поддержка кодеков высокой четкости, а конкретно LDAC за стоимость примерно в 7000 рублей. Почему я огласил сейчас 7000 рублей? По той причине, что на Киеве сегодня курс был 61 рубль за доллар, а как получить вот эти вторые наушники? Первое. Разумеется, подписаться на этот канал, на лайв-канал и подписаться на телеграм-канал скидок. После этого в комментарии вы указываете хотя бы русским языком свое имя в телеграме. Вы после этого автоматический участник, и 30 давайте июня я разыграю такие наушники. Среди подписчиков только черные, они будут запакованы. One more. Беленькие, красивые Evo. К сожалению, коробку чуть-чуть долбанули. Что нам обещают производители? В принципе, главный спойлер я рассказал, что здесь есть поддержка кодека LDAC. Помимо этого, вес довольно внушительный, 5,7 грамма. Емкость батареи обещают 450 мАч, 48 мАч, что довольно прилично, но учитывая габариты, я так подозреваю, это нормально. Это емкость одного наушника, и остальные прелести, я думаю, что мы с вами посмотрим. Интересно еще то, что активное шумоподавление здесь имеется 42 дБ. Первая мысль от бокса. Тактильно очень приятный, колхозная довольно вот эта вот блястючесть, я называю ее так. Скорее всего, пластиковое крепление, люфта у крышки нет, глянец, и да, хорошо, что я черные разыгрываю, черные все-таки более универсальные, потому что белые так себе. По комплекту продолжаем банкет, я думаю, что здесь как минимум все очень даже прелестно. Провод довольно длинный, приятный, никаких надписей, что это One More нет, пока они не пошли по пути Baseus. Наклейка почему-то одна, раньше было 2, и инструкция. Инструкция у нас должна быть... Кстати, здесь сразу QR-код для программы, в которой, надеюсь, будет не только приспособа для того, чтобы прожаривать эти наушники OneMo. Кстати, есть программка для прогрева. Кто не верит в прогрев, попробуйте прогреть что-то аудиофильское, и вы, я уверен, услышите разницу. Здесь есть у нас диод индикации, сразу об этом видим, здесь даже цветные картинки. Помимо диода индикации 4 вида амбушюр, 5 даже. Опять же, нас всех интересует здесь что? Правильно, как работает LDAC. Я уверен, что LDAC работает, но опять же будем смотреть. Контакты у нас защищены были. Почему? Все очень просто. Для того, чтобы наушники не разрядились, и когда вы их получили, они были заряжены. Видим сенсоры приближения. По комфорту комфортно, но мне, скорее всего, эти амбушюры довольно маленькие. Наушники интересные, обязательно вам расскажу, протестирую. Будет пример работы микрофонов, разумеется, будет пример работы как в помещении, так и на улице, и, разумеется, будет еще пример задержки. Мне все понравилось, хотя бокс довольно габаритный. Здесь я сразу либо посадил царапину при распаковке, они уже не являются супер презентабельными, либо вот так получилось.
Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 мибэндов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты всегда в описании. Прикрепим же мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе, но в основном я туда выгружаю последнее время актуальные курсы, новинки, то, что я покупаю, и делаю примеры камер. Я думаю, что всем интересно, кто покупает смартфоны, как работают камеры, потом, может быть, еще примеры работы микрофонов у новых наушников буду туда скидывать. Поэтому подписываемся на оба телеграм-канала и общаемся. Как говорится, строим коллективный разум. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводным наушникам. Ну и как поняли вы уже, что одни из них я разыграю, запакованные. Полетели. Продаются данные наушники только в белой и черной расцветке. Дизайн бокса, как по мне, очень привлекательный и выглядит надежно. Изготовлен он из матового алюминиевого сплава, тактильно приятного. Материалы качественные, но сборка не совсем радует, так как присутствуют небольшие зазоры, если присматриваться. Габариты составляют 66 мм на 29 на 38 мм. Вес бокса внушительный, без наушников он 47 граммов. В кармане практически не мешается, опять же, смотря какой карман. Из рук не выскальзывает и отпечатки пальцев не собирает, но белый цвет быстро теряет свой презентабельный вид. Хотя, с другой стороны, черный, скорее всего, отпечатки собирает. Но я не стал его распаковывать, потому что, я думаю, победителю приятнее будет в упаковке его получить. На дне бокса расположили антискользящую поверхность, что очень удобно. На корпусе также есть LED-индикатор, гравировка с названием производителя, краткая информация мелким шрифтом и хорошо оформленный разъем USB Type-C. Открыть одной рукой крышку бокса можно запросто. Крышка в открытом состоянии фиксируется, но слабо. Шарниры пластиковые, люфт у крышки есть только в закрытом состоянии, притом небольшой. Хлопок звонкий, но не сказал бы, что раздражающий. Внутри бокса на матовой поверхности расположили два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и кнопку сопряжения. Скажем так, все как у всех, притом кнопка сопряжения с небольшими зазорами. Я думаю, вы их видите. Наушники в боксе слегка гуляют, но опять же слегка. Магниты, удерживающие наушники в боксе, хорошие, но если попытаться вытряхнуть их, то прикладывать много усилий вам не придется, потому что сами по себе наушники нелегкие. Емкость аккумулятора 450 мАч, полный цикл зарядки бокса по проводу занимает 1 час 58 минут. Беспроводная зарядка бокса на борту, она стандартно QI, за что, конечно же, отдельное спасибо. Наушники можно перезарядить от кейса полных 4 раза, саморазряд у бокса я не обнаружил, что очень даже хорошо, потому что у многих топовых американских наушников, которые стоили в 3 раза дороже, и обзор на них есть на канале, саморазряд у бокса есть. И это фейл. Переходим к наушникам. Изготовлены они из матового пластика, дизайн интересный, но из-за рамки, которая выполнена из металла, под цвет розового золота и глянцевой керамической части смотрятся как сережки. Опять же, это мое субъективное мнение. Если говорить в целом, то в ушах они смотрятся аккуратно. Материалы очень качественные, как и сборка. Габариты наушников по самым объемным частям составляют 22 мм на 20 на 16 мм. Звуковод не длинный, овальной формы. Его размеры 7 на 5 на 3 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюра, металлическую сеточку. Вес одного наушника без амбушюра 5,7 грамма. Посадки в ухе плотная. Эргономика наушников, как по мне, отличная. Я мог прослушивать музыку более 2 часов без ощущения дискомфорта. Из ушей они не сильно выпирают, и наушники из ушей не выпадают. На корпусе расположили два контакта для зарядки, маркировку Left и Right, инфракрасные датчики автопаузы, LED-индикатор, который во время прослушивания музыки не мигает, по 3 микрофона на каждом наушнике и сенсорную область. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ, сброс вызова, вызов голосового помощника, переключение между обычным режимом, режимом шумоподавления и прозрачности. Одиночного тапа нет, на тапа откликаются хорошо, но фейл заключается в том, что нужно будет выбирать между переключением треков, регулировкой громкости и вызовом голосового помощника. И я, в принципе, в этот раз, наверное, все-таки за то, чтобы добавили в наушники одиночный тап и возможность его отключения. Так как есть двойное нажатие, тройное нажатие и удержание, было бы неплохо еще и одиночное иметь. Летим дальше. Оснащены гибридные наушники 10-миллиметровыми алмазоподобными углеродными динамическими драйверами со сбалансированной арматурой. Такое ощущение, что они думают, что чем сложнее название, тем больше будет интересно. Но это все лирика. Главное, импеданс 32 Ома, активный шумодав до 42 дБ, который имеет 4 режима работы, а именно сильный, мягкий, адаптивный и WNR, шумоподавление от ветра. С включенным активным шумоподавлением, сильным и музыкой на 50% громкости окружающий мир в метро я уже практически не слышал, только вибрации. Опять же, помним, что 25% информации мы получаем через кость, а не через ухо. Я имею в виду звуковой, можете почитать про это. Здесь не все так просто. В целом, мне понравилась работа активного шумоподавления, и я
в основном использовал адаптивный режим. Режим прозрачности имеет два режима работы. Это сквозное и усиление голоса. Разговаривать с собеседником, не вынимая наушники, можно без проблем. Посторонние шумы не мешают, что является отличным показателем. Наушники поддерживают Google Fast Pair, и на некоторых Android-устройствах можно в настройках Bluetooth мониторить заряд аккумуляторов наушников по отдельности и бокса. Датчики обнаружения уха работают отлично, и их можно отключить в приложении, что удобно. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают, и при подключении бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Анимация при подключении к смартфону есть, вдобавок очень даже удобная. Полноценный мультипоинт на два устройства на борту, за что отдельный плюс в карму OneMo. Озвучивание в наушниках сопровождается системными звуками. Емкость аккумулятора одного наушника 48 мАч. Полный цикл зарядки занимает 1 час 5 минут. Отыграли они по коду CoolDAQ на 70% громкости без активного шумоподавления, включенного 5 часов 24 минуты, что неплохо. Быстрая зарядка на борту. Наушники также имеют водонепроницаемость класса IPX4. Я искупал их в проточной воде, по итогу с ними ничего не произошло, но однозначно я вам не советую окунать в воду подобное устройство с этим классом влагозащиты по той причине, что, как минимум IPX7 должен быть для этого. Надеюсь, с моими ушами ничего не произойдет. Ведь важно не как они сегодня у меня работают, а как они будут работать через месяц. Для удобного использования нужно установить приложение OneMo, которое доступно как на Android, так и на iOS устройствах. В приложении есть заряд наушников, бокса по отдельности, настройка шумоподавления и режима прозрачности. Также, помимо перечисленного выше, есть упрощенная Equalizer Sound ID, настройка приоритета подключения Bluetooth, к слову. Чтобы включить LDAC, нужно выбирать приоритет качества звука. Далее есть 30 штук успокаивающих звуков, что стандартно для OneMo, как и прогрев наушников в 4 этапа. Обновить прошивку можно, и мне обновление уже прилетало, но на данный момент сложно сказать, есть ли какие-то изменения в работе ушей. И так неплохо работали. Bluetooth предпоследней версии 5.2, из кодеков на борту AAC, SBC и LDAC. Через две стены не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна, а в играх задержка приемлемая. Играть комфортно, но для пользователей, кому нужна минимальная задержка, я советовал бы проводные наушники или на крайний случай игровые ТВС, которые вы уже протестировали со своей моделью смартфона, потому что вы сами понимаете, что к Huawei лучше Huawei брать и так далее. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с алгоритмом DNN на базе искусственного интеллекта отрабатывают хорошо. Окружающие шумы отрезают неплохо, как и ветер. Голос практически не искажается. Примеры вы сейчас услышите. И пример работы беспроводных наушников OneMo EVO. LDAC подключается, но, разумеется, если у вас iPhone, это не актуально. Хотя, с другой стороны, актуально, потому что, в принципе, вы их можете просто выиграть. Это я напоминаю, чтобы если кто-то вдруг забыл. Бокс все еще большой, все еще тактильно мне нравится, хотя это не soft-touch, но прорезиненное дно это хорошо. Здесь я записываю свои ролики, поэтому здесь идеальные условия обстановки для записи звука. И насколько хорошо вы меня слышите, вы должны слышать меня идеально. Так что сейчас вы услышите, как эти микрофоны отрабатывают на улице. Я понимаю, что они большие, но что делать? Пример работы микрофонов OneMore наушников эвовских. Плюс их, разумеется, не в том, что у них работают нормально микро на улице. Здесь ветер довольно сильный, но почему-то сейчас он стих. Мимо меня проезжает машина, пусть их немного, но здесь есть поддержка кода CoolDAQ. Звучат они нереально круто. Я понимаю, что, наверное, в примере микрофона не особо адекватно об этом рассказывать. С другой стороны, вы все равно слышите, правильно, как они отрабатывают. Проезжает еще и большой транспортер, так что в принципе, примеров хватает. Что я могу сказать? Здесь нет на крышке силикона, как было в анкеровских третьих последних наушничках. Здесь прорезиненное дно,
И мне, в принципе, нравится, как они сделаны. Единственное, бокс мог бы быть поменьше, уши могли бы быть поменьше. Но, учитывая мой жизненный опыт и то, что я с Соньками четвертыми ходил, у меня, к слову, все эти супер топовые наушники в наличии, я, скорее всего, сделаю в ближайшей перспективе пару новых топов. Так вот, это и должно примерно по объему так быть. Внешне они мне не очень нравятся, но мы помним, что мне нравятся больше черные, и их я разыграю. Не распакованные, 30 июня, вы уже в курсе, я думаю. Поэтому микро вы услышали. Звучание на 100% громкости, каши практически не ощущается. Запаса громкости достаточно. Я прослушивал музыку не выше, чем на 70% громкости. Если говорить о стоковом звучании без прогрева, то бас в нем плотный и средний бас в наличии с ощущением многослойности на действительно очень хорошем уровне. Средние частоты, как и высокие, имеют великолепную проработку. Звучание сбалансированное, детальность меня порадовала. Сцена широкая, опять же для ТВСок, глубина присутствует, как и ощущение пространства. Вокал отыгрывают прекрасно, без лишнего акцента. Композиции с инструменталом звучат приятно. Большой плюс я ставлю этим наушникам за алгоритм Sound ID, который без заморочек может подобрать звучание под ваши предпочтения. Лично со мной он хорошо сработал, но опять же по отзывам многим наоборот не нравится это дело. Но если вы аудиофил, я сразу могу сказать две главные вещи. Первое, вам обязательно нужно их прогреть, потому что мы прекрасно знаем, и у меня по опыту было от OneMo наушников, наверное, пар 7, а всего ТВСок, наверное, пар 400 на канале. Всегда уши надо греть. Разница есть. Опять же, если вы аудиофил. И второй момент, нужно пользоваться стоковым эквалайзером, потому что ни одна программа под вас ничего не сделает, если у вас есть какие-то специфические предпочтения. OneMo, по мне, удивляет звучанием своих наушников прям в стоке. Эта модель однозначно не исключение. Если до этого были за свою цену топы прошки, вот сейчас теперь эти. Также я решил прогреть наушники одним прогоном, и по итогу звучание однозначно поменялось в лучшую сторону, но и стойковый звук, повторяюсь, с коробки меня порадовал. Минусы. Нет возможности одновременно настроить регулировку громкости, плей-паузы и переключение треков на тапы. Плюс я не люблю сенсоры, я все-таки за механические кнопки. Помимо этого хотелось бы игровой режим. Также глянцевая поверхность, конечно же, не выглядит как у Redmi Buds 3 Pro, но все же в белом цвете, как по мне, это совсем не мужской вариант. Может, в большом городе и нормально их носить. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Когда на Kiwi и Али был курс 59, было все весело. Сейчас не весело и, наверное, придется ждать каких-то еще лютых скидок. Но учитывая, что это все-таки премиум сегмент, я не думаю, что они нас в ближайшей перспективе будут люто радовать. Во всяком случае, подписывайтесь на телеграм-канал скидок. Может быть, прилетит какой-нибудь эксклюзивный мне промокод. Я обязательно с вами им поделюсь. Резюмирую. OneMo Evo Xiaomi — отличный выбор. Они имеют огромное количество плюсов. К примеру, беспроводная зарядка, мультипоинт на 2 устройства, кодек LDAC, великолепное приложение, топовые материалы, шикарное звучание, алгоритм Sound ID не только. Еще раз в конце напоминаю, вам обязательно необходимо примерять наушники, и вы обязательно должны понимать, что вы любите прям качественный звук. А если вы не знаете, что такое флаг, вам нет смысла покупать наушники с кодеком LDAC. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи, не забудьте подписаться на этот канал, написать в комментариях, что еще купить на обзор. Постарайтесь участвовать в розыгрыше ушей в черном цвете OneMo Evo. Рекомендую их к покупке однозначно, опять же, тем, кто понял, и тем, кто слушал хотя бы прошки. Девайсу 100% да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.